Привет, это Технозон. Сегодня у нас X3 Cube. Наконец-то доехал до нас. У нас уже был X2 Pro, вернее X3 Pro на iMlogic S905 X3 процессоре на обзоре. И дошла версия X3 Cube 2х16. Многие из вас скажут, а зачем нам обзор X3 Cube 2х16, если есть обзор X3 Pro? Сейчас, наверное, все станет, зазеленит на мне, красненьким стало X3 Pro. Нет, на самом деле она, вот я ее так вот поставлю, здесь зеленый фон сделаем. И X3 Pro у меня есть. Вот такой вот он красивенький. Если был обзор на X3 Pro, зачем делать на X3 Cube? Процессор один и тот же, памяти примерно одинаково. К тому же был батл между X2 2х16 против X2 на 4 на 32. И здесь у нас как бы вопросов нет. Обе приставки хороши, обе приставки работают. Только на 4 на 32 больше на игровой сегмент, 2 на 16 на фильмовый сегмент, если вы хотите сэкономить. Они абсолютно одинаковые. Так вот, X3 Cube пришел, но возникла ситуация. У нас также есть X2 Pro, и я хочу, кроме того, что я сделаю обзор стандартный на X3 Cube, мы это делаем по регламенту нашего канала, мы это делаем обязательно, потому что мы его получили, мы должны вам показать, что именно X3 Cube, он работает так, как заявлено производителем. У нас есть X2 Pro. Почему я сейчас обращаю внимание на X2 Pro? Потому что X2 Pro сейчас по цене, он 4 на 32, примерно такой же, как Cube. И вот для меня очень интересно, что же купить в 2019, да даже в 2020 году, X3 Cube или X2 Pro. Такие две стороны одной медали. Мы сделаем обзор X3 Cube, и потом мы очень кратко сравним с некоторыми тестами этого самого X2 Pro на S902 X2 процессоре. Он действительно до сих пор актуален. Что у нас есть в X3 Cube? Я напоминаю, iMlogic S905 X3 на частоте 1,9 ГГц, 4 ядра, Cortex A55, 2 гигабайта оперативной памяти LPDDR4, 16 гигабайт eMMC хранилища. У нас есть LAN-порт 1000 мегабит, есть антенна внешняя, которая, кстати, откручивается. Мы ее сейчас открутим, прикрутим обратно. Прикрутили, есть SPDIF 5.1 звук, кстати, в X3 Cube работает отлично. HDMI, есть у нас разъем для TF-карт, есть OTG 2.0, USB, вернее, USB 3.0 и есть у нас 5-вольтовый микро USB зарядка, вернее, блок питания. Кстати, они поменяли блок питания на вот такой вот квадратный, потому что вроде бы как у X2 Pro на вот таких вот блоках питания были какие-то проблемы. У меня проблем не было. Аудио-видео output можно подключать к старым телевизорам через переходник, и инфракрасный порт. Это для того, чтобы подключать переходники, вот такие вот переходник для инфракрасного пульта. Что у нас еще в комплекте? Коробочка красная, абсолютно стандартная, распаковки отдельно не будет. У нас в комплекте есть коротенький HDMI кабель, потому что приставочка в принципе рассчитана на то, чтобы ее размещать за телевизором. Короткий HDMI кабель, переходник, удлинитель, вернее, инфракрасного порта. Вот такой вот пульт с 4 назначаемыми кнопками, кастомными, абсолютно все можно на них назначить именно программно. И есть инструкция, вот такой вот manual красненький, тут даже не написано, что это за ТВ-бокс. Ох, вы угас и хитрите, но она цветная, в отличие от других производителей. Хорошо, что у нас есть еще в данной штуке примечательного? Есть у нас True HD звук. Я вам честно скажу, заявлено, некоторые пользователи пишут в комментариях, что есть Dolby Atmos в Yugus. У меня не на чем проверить, но я проверяю True HD звук, Dolby True HD, проверяю DTS HD Hi-Res звук, и они действительно есть. И в VLC, и в коде. То есть вы и в VLC, и в коде можете с автофреймрейтом смотреть абсолютно классное кино с HD звуком. И это хорошо, это очень отличные показатели для вот такого вот бюджета, такого бюджетного устройства на S905 X3. Кстати, у X2 Pro то же самое, у него есть и True HD звук, и DTS HD звук, все с этим тоже абсолютно в порядке. Они абсолютно одинаковые, кроме процессора. Ну и памяти, само собой. Ссылочка на X3 Cube, ссылочка на X3 Pro, вот такую вот. Ссылочку на X2 Pro, на X2 Cube и на их обзоры лежат в описании под видео.
Это специально для тех, кто не знает, где их купить. Вернее, даже где мы покупали. Это именно проверенный продавец. Ну да ладно, не о ссылках речь идет, а идет речь о том, что мы переходим и начинаем обозревать этот самый X3 Cube, который абсолютно не тротлит, не греется, и на нем очень прекрасно можно поиграть в различные игры. Ну и плюс не забывайте плюшки Югус. Какие плюшки? Все там же дальше в видео, поэтому смотрим до конца и ждем наше резюме. Ну а также нажимаем подписаться, колокольчик, не пропускаем видосы, не пропускаем обзоры, модификации, настройки и еще очень много всего интересного, а также розыгрыши ценных призов, подарков. Ссылка на очередной розыгрыш лежит в описании под видео, так же как и ссылка на наш второй канал и на наши паблики. Подписываемся на наши паблики и общаемся. Ну а сейчас я и X3 Cube на iMlogic S905 X3 говорю вам хавабанг, ребята, это же бубльгум, поехали. X3 Cube одна из самых удачных и самых, кстати, бюджетных вариантов по соотношению возможностей и цены на iMlogic S905 X3 процессоре. Мы с вами уже видели вот такой вот X3 Pro, вот она коробочка, она, наверное, будет сейчас просвещаться на мне всеми цветами радуги, потому что зеленая, а я снимаюсь на хромакее. Да ладно. Будем разбирать, что же этот самый X3 Cube из себя представляет, насколько нам хватит с вами 2 на 16, что мы будем делать с ней, какая она в производительности, тротлит, не тротлит. И я думаю, что мы с вами, наверное, должны в этом обзоре определиться, что же все-таки выбрать, X3 или X2. У меня есть X2 Pro сейчас в студии, и мы некоторые тесты буквально, наверное, сравним. Очень бегло пробежимся по меню, потому что меню это тоже одна из основополагающих компаний Югус, и здесь очень много различных прикольных настроек. Обратим внимание с вами сразу же на интернет. Здесь сеть 5 ГГц, 2,4 ГГц и LAN RJ45 на 1000 мегабит. У нас нормально работают аккаунты, отлично можно сказать. У нас отличный раздел приложений со всеми специальными доступами, в том числе, которые позволяют реализовать шторку, но ее вам не придется реализовать. А не придется ее реализовать, потому что она здесь есть из коробки. Вот, пожалуйста, шторочка есть, и внизу у нас есть панель навигации. Поэтому никаких сторонних приложений вам не нужно будет. Теперь зайдем в настройки устройства. Об устройстве модель X3. Версия Android 9. На момент обзора это 0.2.2 прошивка, которая была из коробки от продавца. Хотя я знаю, что 0.2.3 уже должна быть скоро. Аппаратная версия 2. Не знаю, что это значит. Югус, может быть, пояснит. Да ладно, поехали дальше. Экран. Она поддержит разрешение от 480p до 4К 2К SMPTE и 4К 2К 60 Гц. Также вы можете регулировать размер экрана, кстати, не только по ширине, а и по высоте. Вот, пожалуйста, ширина, высота. Это удобно для настройки. Есть фирменная опция ориентация рекламы экрана. Вы можете переворачивать экран. Оу, как же это не прикольно теперь. Как это выровнять? Верните мне мой экран. Давайте сейчас попробуем с вами. Это у нас должно быть, кстати, и в шторке у нас это есть, да. В шторке у нас это тоже есть. Зачем я это сделал? Я это перевернул вообще не пойми куда. Давайте сейчас еще разочек. И опять не в ту сторону. Короче, ребята, для всех неподдерживаемых приложений, которые у нас морочат голову нам со своей ориентацией, здесь есть абсолютно все режимы и все возможности с работой именно с этой самой ориентацией экрана. HDMI цик у нас полностью рабочий, и кстати он один из самых расширенных, которые я вообще видел. Есть даже управление громкостью телевизора, можно включить через HDMI цик протокол. Короче, ребят, HDR рабочий, конвертирует SDR в HDR вроде бы как абсолютно нормально. TV Dolby Vision здесь нет, потому что нет лицензии. А вот у нас дальше начинаются интересные вещи. Здесь у нас вроде бы все у нас закончено, здесь больше ничего нет. USB хост, вы можете выбирать режимы работы USB порта, на котором написано OTG. Также вы можете выключать в режиме ожидания оба порта. Просто вот есть такая у нас опция выключать или не выключать. Почему ее стоит не выключать? Потому что вы можете использовать сторонние пульты. Оно не отключает питание от USB. Вы можете использовать, включать прямо с пульта. Это тоже удобная, классная фича.
По питанию у нас тоже здесь есть определенный пунктик. У нас есть варианты тихой загрузки, оставлять экран выключенным, пока пользователь не разбудит устройство, запоминать состояние сна, отключить автоматическое выключение. Что такое запоминать состояние сна? Если вы включите тихую загрузку и вдруг у вас потеряется питание, то есть выключится свет, то состояние сна будет запомнено. И плюс отключать автоматическое включение, это если вам подали обратно питание, то он не будет включаться, как это делают абсолютно все приставки. Это, по-моему, единственная приставка, которая это адекватно делает. Что у нас? Здесь у нас больше ничего нет интересного, но зато есть в настройках X3 суперпользователь. Все точно так же, как в X2. Вы можете отображать состояние SU, вы можете получить права суперпользователя. Давайте Silent включим, получить права суперпользователя можете отключить. Вот сейчас у нас показано, что у нас суперпользователь есть. То есть у нас суперюзер есть. Это очень хорошо. Файловые сервера, клиенты. Здесь есть встроенный Samba сервер. Вы можете зашарить Samba вашу внутреннюю память и закинуть туда приложение. То есть не обязательно даже использовать флешку. Вы можете использовать NFS клиент, если у вас есть NFS сервер, либо, например, роутеры на прошивке под Avan, либо Asus какие-то продвинутые, либо кинетики, где есть возможность поднять NFS сервер. И также CIFS клиент позволяет подключаться к Samba серверам, а также дискам Windows расшаренным. Это тоже очень хорошо. Он подключается как внутренний накопитель, как один из внутренних накопителей. Настройка воспроизведения. Автофреймрейт с возможностью отключения и включения шумодава. Вы можете здесь выбирать такие опции, как переключить на 60 Гц для 30 кадров. Вы можете переключать на 50 Гц для 25 кадров и выключать их соответственно. Это тоже очень хороший и правильный автофреймрейт. Если он будет в состоянии выключено, то он все равно будет работать, но в тех приложениях, которые используют API от Google для работы этого самого автофреймрейта. Информационная панель. Вы можете в информационной панели отображать нагрузку температуры, вернее температуру центрального процессора, частоту, загрузку RAM. Почему это очень крутая штука? Мне очень часто спрашивают, здесь надо не забывать включить текстовые значения, меня очень часто спрашивают, а какая программа у вас показывает эти значения? Именно в Yugus эта фишка установлена изначально из коробки, поэтому здесь нам не нужно ничего делать. Беспроводной помощник. Крутая штукенция, вы можете с помощью приложения использовать беспроводной помощник. Настройка геймпада, это ремаппинг кнопок, если они вдруг у вас на каких-то экзотических геймпадах, которые приставка видит, но некоторые кнопки неправильно работают, вы можете включить ремаппинг кнопок, ремейпинг вернее. Настройки отладки. Есть у нас с вами такая штука, как отладка по Wi-Fi. Это нужно для тех, кто хочет подключаться по ADB к приставке без подключения ее через кабель. Плюс у нас есть еще и Log Viewer, то есть вы можете смотреть логи подключения, но это нас тоже сейчас мало волнует, не для каждого пользователя это нужно, как и пользовательские скрипты и NetD, которые здесь есть из коробки. Системные панели скрываются, появляются, также можно включать навигационную панель или выключать. И настройки устройств ввода, охренительная функция для того, чтобы ваши кнопки, которые не используются на вашем пульте, либо они неправильно работают, вы могли переназначить кнопки вручную, и они станут просто-напросто полностью рабочими. Мы используем G20S, он полностью совместим с X3 Cube, да, в принципе, и с X2 Cube, и с X2 Pro, и с X3 Pro, вообще не важно. По настройке я вот все полностью, по меню настройки полностью мы посмотрели, больше там смотреть нечего. Поехали по системным тестам. Тротлинг-тест мы сделали, экспресс-тест на 15 минут, не стали тратить время, вы можете полный тротлинг-тест посмотреть в обзоре X3 Pro и X2 Pro, и у нас с вами есть такие результаты. У нас производительность в гига IPS, ребят, внутри одной платформы это отличный показатель. Те, кто мне начинают доказывать, что мультиплатформенный показатель он плох, ну так дело, что это не мультиплатформенные, мы не проводим мультиплатформенные тесты по гига IPS. Максимальная температура была 61 градус, у нас 50 гига IPS, 50 516 гига IPS максимальный, средний 49 808. Мы, кстати, средний сейчас и запишем. Почему? Так, гига IPS 49 808. Почему? Потому что мы все-таки сравним с X2 Pro. Что касаемо AnTuTu, то он набрал 73 751 балл. И на данном этапе мы специально это запишем, потому что мы с вами в конце хотим, чтобы мы сравнили с вами с X2 серией некоторые параметры, и мы понимали, что мы сможем с вами, вернее, что мы будем с вами выбирать, X2 или X3. Теперь,
Сетевые модули. С сетевыми модулями вообще все отлично у нас. Здесь у нас вообще проблем нет. Поехали. Нажмем далее продолжить, разрешить. На внутреннем сервере поехали. И проверяем. Мы имеем на 5 ГГц с вами 170 мегабит на загрузку, 180 на выгрузку. Давайте еще раз проверим. Дело в том, что сейчас разгар рабочего дня, загружена у нас сеть, что-то у нас еще здесь загружается. Сейчас посмотрим. Второй тест показал 209 на 210, и это, честно вам скажу, очень даже крутой результат. Переключим на 2,4 ГГц. Поехали, начнем. На 2,4 она показала результат намного выше среднего, 49 на 42. Подключим LAN RJ45 для чистоты эксперимента. И посмотрим еще, как у нас отрабатывает 1000 мегабитный LAN. Поехали. Здесь у нас вообще все идеально. 835 мегабит на загрузку и 760 на выгрузку. Здесь вы вообще через LAN подключите, то он будет брать максимальную скорость вашей сети, которую вы сможете ему скормить. И это действительно неплохие показатели. Какие неплохие-то? Обалденные показатели. Есть у нас Miracast абсолютно рабочий. Я вам серьезно это говорю. Мы сейчас даже включим специально, проверим обязательно. Идет подключение, он видит, что да, вот есть мы такие красивые. Ну и конечно же это все заработало. Вот тот же самый Android, я выхожу на главный рабочий стол, все прекрасно. Поэтому я как бы склонен верить своим глазам. У нас работает с вами, сейчас мы отключим беспроводную проекцию, обязательно все отключили, чтобы она у нас не висела в фоне. Что ж, по системным тестам больше ничего не вижу, что мы можем делать. Мультимедийка, давайте быстренько пройдемся по мультимедийке, потому как мультимедийка здесь хороша. Проверим тестовые ролики DTS, тестовые фильмы, давайте. Капитан Марвел 49 гигабайт. Будем проигрывать через VLC, потому что у нас, во-первых, автофреймрейт работает в любом приложении. Давайте разрешить. Автофреймрейт работает в другом приложении. Во-вторых, нам важно, чтобы у нас был проброс звука. Что-то нет у нас VLC проброса звука, и нам нужно с вами сейчас его настроить. Цифровой проброс. Так, проброс звука включен, и смотрим Dolby Digital, пожалуйста. Проигрывается почти 50-гигабайтный фильм в 5.1 звуки в Dolby Digital. А давайте попробуем DTS-X. Ну, DTS-X по идее должен быть. Он пробрасывается у меня как DTS HD High-Res, потому что у меня ресивер максимально поддерживает High-Res звук. Наверное, уже пора покупать Atmos, дабы удовлетворить все потребности всех моих зрителей. Dolby. Насчет Dolby Digital Plus мы сейчас с вами проигрываем через VLC, и это у нас работает. Это закрывает нам вопросы по Dolby Digital PL2 Movie, Dolby Digital 5.1 и Dolby Digital Plus. И плюс мы с вами проверяем Dolby Digital True HD. True HD звук у нас само собой есть. Это шикарно. То есть в X3 абсолютно все то же самое, что в X2, только вот этот вот pin-to-pin процессор, они одинаковые даже по посадочному месту. Немного различаются прошивки. Так, DTS HD High-Res мы с вами уже проверяли, но мы еще раз проверим на всякий случай, дабы была чистота эксперимента. DTS HD High-Res тоже все работает. Кстати, многие кто говорит, что... да, мы забыли показать вам тестовые ролики Jellyfish, как многие любят. Давайте 400 мегабайтный, вернее, тестовый ролик на 400 Mbps запустим через родной видеопроигрыватель, чтобы проиграло полностью все. 400 Mbps работает просто шикарно. Шикарно все воспроизводится, 10 бит, 400 Mbps, нет никаких у нас лагов, тормозов. Больше нет смысла проигрывать тестовые ролики, потому что он способен декодировать практически любое по битрейту видео. Так же как и YouTube в 4К 60 FPS. Можем сейчас включить с вами диагностическое окно и выставить принудительно 4К качество. Давайте 4К и смотрим на дроп-фреймы, на разрешение, с которым оно проигрывает. И вот, пожалуйста, на 3840 на 2160, 60 FPS, 0 дропов. Это, кстати, наше видео со второго нашего канала. Можете идти в описание под видео, там есть ссылочка. Очень красивые виды мы снимаем. Кстати, панель навигации все-таки люблю я скрывать, но использую ее иногда для создания скриншотов. Сейчас мы с вами посмотрим без
панели навигации. Красиво. Все красиво, идеально. Мне очень сильно нравится. Выходим мы из YouTube. YouTube нас, в принципе, не должен был разочаровать. Как, в принципе, и торренты 4К онлайн. Мы будем его тестировать сейчас на Elementum. Кстати, падение ангела. Я на английском языке у меня, правда, иногда смотрю. Не вижу принципиальной разницы для себя. Есть 4К у нас два файла, один 63 гигабайта, другой 18, но везде и пиров, и... есть 5983 на руторе в 4К, 59 гигабайт 4К HDR. Стартуем 4К HDR, и нам главное сейчас понимание того, что как Cortex A55 отличается от Cortex A53. Мы с вами сейчас загрузим этот фильм, он будет проигрываться, и мы с вами посмотрим на среднюю загрузку процессора. Просто откроем, и сугубо наше субъективное мнение. Средняя загрузка процессора при проигрывании 4К HDR с торрентов онлайн от одного и того же фильма через одну и ту же программу. Все стартовало само собой отлично. Мы немножечко проиграем и посмотрим. Итак, у нас проигрывается, и сейчас у нас загрузка процессора в среднем 78, 76, 84, 72. То есть падает 71. В общем-то, он сейчас у нас проигрывает 60. Кстати, если вы видите какие-то фризы, вернее микрофризы и стробоэффект такой, то это всего лишь разница между моим рекордером, который пишет в 30 FPS, и фильмом в 24 FPS. 6 кадров просто-напросто берутся из ниоткуда, поэтому вы видите стробоэффект. Сейчас мы с вами посмотрим. У нас до 100% в данном фильме, дернули мы с вами эту шторку долбаную, до 100% в этом фильме загрузка процессора не поднимается. В среднем она держится 70, 74, 72, 52, 49, даже там падает у нас наша загрузка. И это очень хорошо. То есть мы обязательно должны с вами посмотреть, как этот же фильм будет воспроизводиться на X2 Pro. В частности, просто X2 у меня есть в студии Pro против X3. По идее, Cortex A55 и имеет именно именно это преимущество в проигрывании 4К торрентов онлайн. Выключаем наши с вами торренты. И что нам еще остается с вами проверить? Игровые возможности. В игровых возможностях мы с вами зайдем в 3D Mark, посмотрим на результаты. Vice Storm Unlimited это 10003 мы запишем, и 5679 Vice Storm Extreme. Для того, чтобы сравнить с тем же самым X3, X2 вернее, я уже между ними путаюсь, они практически одинаковые. Добавим с вами геймпад, будем использовать IPEGA 9090. IPEGA 9090, у меня там некоторые спрашивают в чатах, а где же твоя IPEGA 9090? Есть и IPEGA 89, и IPEGA 9090, обе мне нравятся. Ой, стоп, я ее даже не включил. Во что мы будем играть? Играть нам особо не во что в такого сильного. Есть PUBG, но PUBG это не для этих приставок. Если вы хотите играть PUBG, то Yugus AM6 нужно брать, AM6 Pro. Давайте сыграем Brother in Arms 3 и сыграем, наверное, с вами в World of Tanks Blitz. И будет нам счастье. Поймем. Давайте. Мы не будем затягивать этот самый обзор, потому что нам еще нужно с вами переключиться на X2 Pro и посмотреть результаты тестов тех же самых, которые мы с вами... Brother in Arms 3. Вы знаете, на данной приставке даже на 2/16 вы можете без проблем в это играть. Давайте посмотрим на загрузку памяти. Кстати, он обновился. 1.89. Есть еще запас, поэтому вы спокойненько можете играть без фризов, тормозов. И если ему нужна будет память, он что-то довыгрузит. Так уж устроен Android. Стреляем, ребят, стреляем. Давайте тут посмотрим лево-право и поехали. Одного есть, второго есть. Побежали. Кстати, это был Гертрот. Он меня в прошлом обзоре очень сильно покромсал, за что я ему очень сильно отомстил. Спрятались, прицелились. Реакция на геймпад вообще отличная. Слушайте, действительно хорошо отрабатывает. В том плане нет задержек вот этих вот дебильных. Когда вы нажимаете, отпускаете, он еще продолжает инерционное движение. Кто там, куда там бежит? Всем лежать. Оу, раскидала как друзей. Добегаем до танка, вернее до гаубицы, не гаубицы, а
как она там называется, фалс-патрона, да, немецкого. И, в принципе, переходим уже, тестируем следующую игру. Ух, как пролетают. О, базуку взял. Давай, базукой, давай тебя сейчас шмальнем. Все, взорвали. Выходим. Памяти хватает, все работает отлично. Не знаю, кому там чего не хватает. Закроем Brother in Arms 3 и запустим World of Tanks. World of Tanks Blitz, 55 стартовых и поехали. Это такие средние настроечки для X3 Cube. Сейчас мы глянем с вами загрузку оперативной памяти. Главное, заметьте, вот, даже нет загрузки 2 гигабайт. Вы можете спокойно на этом играть, не боясь, что оно будет фризовать, тормозить, лагать. 50 FPS в среднем. Поэтому, как бы, у меня вопросов нет. Оу, кто-то там стреляет. Сейчас нам надо выстрелить. Нам надо выстрелить и уже переходить к X2 Pro. Ух, я выстрелил в пустоту. Я вечно путаю левую и правую кнопку. И опять я промахнулся. Что за беспредел? Давай уже стреляй куда-нибудь ему там в бочину. Проредили. Я самый главный боец. Я просто сижу, клацаю геймпадом. И может я даже кого-то солью. Вот такая вот лажа. Все, мы его слили, можем выходить. Все, меня все равно сейчас сольют. Ребят, переходим на X2 Pro, буквально пару результатов тестов сравниваем с X3 и делаем уже выводы по нашему видео. Мы включили X2 Cube, нам нужно, давайте с вами проверим, что это, вернее, не Cube, мы Pro даже включили. Мы проверим, что это за устройство, запустим AIDу и видим, что это модель X2, платформа X2 Cube. Вообще это 4-гиговый X2 Pro. Но нас не столь это беспокоит, не столь сильно нас это беспокоит. Запускаем AnTuTu Benchmark. Нам главное сейчас понимать разницу в производительности. А теперь смотрим. 71 115 баллов против 73 751. То есть по факту, конечно, X3 Cube 2 на 16, вот в данном случае он быстрее будет работать, при том, что ему 2 гигабайта хватает, мы это с вами понимаем. В 3D Mark он тоже X2 Pro медленнее, чем X3 Cube, но тоже незначительно. 5482 в iStorm Extreme, там он набирает 5679, это вообще незначительная разница. И в iStorm 9691, и здесь набирает 10003. Но, кстати, X3 Cube перешагнул черту именно на X3 в 10 тысяч. Это очень хороший показатель именно для игровых возможностей. Что ж, насколько вам это все интересно в плане того, чтобы покупать X2 вместо X3, ведь X3 Cube по цене примерно такой же, как X2 Pro. Поэтому я бы вот честно рассматривал, но ладно, дождитесь резюме, попробуем еще с вами какой-нибудь торрент онлайн, вернее тот же самый торрент, давайте пробовать тот же самый вот Angel Has Fallen. Я хочу посмотреть на загрузку процессора. Вот у меня, кстати, проигрывался все этот же 4К от Селезень, я сейчас нажал и буду его воспроизводить. Вот он загружается, 64 гигабайта, Blu-ray диск Remux 2160 HDR. Смотрим. Фильм начал воспроизводиться, само собой все у нас хорошо воспроизводится, и вот при загрузке мы видим, что у нас здесь на 53-х ядрах проскакивает и 90%, преимущественно выше 90%, хотя этот же фильм, этот же торрент на X3 брал где-то 70, от 70 до 90, то есть 90 это были пиковые, а преимущественно было 76, 77, ну и здесь тоже, кстати, упал битрейт, вот у нас сейчас воспроизводит приставка. То есть у нас будет абсолютно незначительная разница. То, что он воспроизводит точно такой же фильм, то есть точно такой же загрузкой, слушайте, да ну практически одинаковые. Может быть там процентов на 10, на 5, на 10% эта приставка медленнее, чем X3 Cube. Поэтому я уже на основании этого готов просто-напросто прорезюмировать. Вообще я принципиальной разницы вот между X3 Cube и X2 Pro вообще не вижу. Давайте проходим, резюмируем. Итак, выводов будет два. Первый по X3 Cube. Мнение команды Technoson, учитывая то, что она не тротлит, учитывая транскодирование звука 5.1 DTS HD Hi-Res Dolby Digital Plus,
Dolby True HD, практически всех форматов звука в коде VLC, плюс iMlogic S905X3 новый процессор на 1,9 ГГц, плюс его возможности проигрывания 4К торрента онлайн, да и вообще очень много у него различных преимуществ. Мы считаем, что данная приставка является охренительным, самым лучшим вариантом за свои деньги. В данном ценовом диапазоне конкурентов не существует. Хотя нет, вру, существует X2 Pro. Второе резюме у нас таково, что если вы хотите иметь передовые приставки, то, конечно же, ориентируйтесь на X3 Cube. Именно в таком ценовом диапазоне передовые приставки, то ориентируйтесь на приставки уже на X3 процессорах, на 905X3. Если вы хотите с большей памятью, но не позволяет бюджет, то советую вам обратить внимание в сторону X2 Pro, потому что примерно в одном и том же ценовом сегменте вы можете получить достаточно интересное устройство. X2 Pro, он может быть немножечко дороже, но это не мешает ему быть отличной приставкой. Если уж не хотите экономить, но не хотите переплачивать, то X3 Pro вам, скажем так, в помощь, потому что очень тоже достойная, классная, крутая приставка 4х32. Значит так, второе резюме таково, что если выбирать между X2 Pro 4х32 и X3 Cube, я выберу X3 Cube. Если вы хотите побольше памяти, то выбирайте X2 Pro. Разница в производительности составляет не более 5-10% в различных задачах, если брать в совокупности. Если брать в синтетике, то это вообще на какие-то единицы, там даже меньше 5% разница в производительности. Если брать торренты 4К онлайн, то, конечно же, X3 Cube с этим справляется немножечко лучше, потому что Cortex A55 ядра, они работают, во-первых, на чуть-чуть большей частоте, во-вторых, они просто-напросто немножечко более производительные. Ну, в принципе, это от частоты-то и зависит. Я не думаю, что там этот модуль искусственного интеллекта в Cortex A55 сильно влияет играет большую роль на производительность именно в мультимедиа. Поэтому второе резюме таково, что обе приставки крутые. Если вы экономите, то обращайте внимание на X2, если нет, то на X3. Ну и если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. С вами был Bubble и X3 и X2 серия на канале Технозон. До скорых встреч. Пока, ребята.